это вкусно. Все, мы вышли за едой. Ну, больше тут ничего нету. Вместо того, чтобы куда-то идти, смотрим какие-то видео. Мы увидели мышку, она I just took this in the centre because I hadn't seen it. No, it's going The mirror, your chest. Также, ну, типа, да, поэтому здесь грязно. Мы увидели мышку, она такая маленькая, она прям побежала рядом с нашими рюкзаками. Я ее увидела, мне так стало страшно, потому что я очень боюсь. Ждем номера, но надеюсь, что в номере не будет никаких мышек и никаких жуков. Просто за такую стоимость можно и, наверное, получше убираться. Вместо того, чтобы куда-то идти, смотрим какие-то видео. Ну, хорошая программа была. Все, мы пошли за едой. Я забыла, что хотела сказать. замки, да? Где? Нет. Где вы замки? Я не знаю. Wait. Такие картины. Почему они везде одинаковые? Вот очень старый. Ну, больше тут ничего нету. Парковка, а там просто дорога. И все. Вот так называется отель, я его не рекомендую. Кушать. Все, еще делать цвет, нет? Очень горячая. Очень вкусно. Очень вкусно. Это как плов. Очень вкусно. Попробуем эту ножку. Ой. Ой, вот это вообще так вкусно. Здесь еще изюм или что это? И оно добавляет такой сладости. Очень горячо. Мы возвращаемся обратно в нашу халупу. Мы ее так называем. Вот это все слышно? Мне кажется, это вообще все слышно. Подожди, это наша, нет? А, да. Ладно. Эй, как мы заходи.
Да. Можешь окно открыть? Чуанху, можешь? Так, это... Ну, тут уже все разобрали, поэтому так тут залито есть. Тут какие-то вот эти полотенца, они какие-то грязные. Вот такая ванна. Но ванна еще более-менее. Я просто думала, что она побольше. А вот это я не знаю, что это. Какой-то ковер или что. Вот здесь вот такая вот штучка. И фена здесь тоже нету. Вот и 2 стаканчика. И здесь полотенце все. Но здесь есть обогреватель. Это хорошо. Вот такая дверь. Как у нас была. Мне напомнило, как мы раньше жили. Только чуть повыше. Такой тут шкафчик. Больше ничего нет. Такая дверь. Такие 2 картины висят. Ой, ну тут пока что еще не разбирали ничего. Вот. Зато есть вентилятор. Вот такая вот. Здесь зеркало такое. Сейчас. Такой маленький телевизор. И тут еще одно зеркало. И есть кетл. И тут чай. По-моему, это кофе. А, да, кофе еще есть. Вот такое зеркало. И здесь у нас есть вот такой типа балкон или что-то, я не знаю. Но здесь вот так мы окно открыли. Видимо, вот как-то вспотело очень сильно. И у нас такой вид. Ну, не знаю, на какой-то забор. Ну, я даже не знаю, что это. Тут какая-то, ну, что-то непонятно. Мы не понимаем, что это. Вот, и все. Больше тут ничего такого нету. Вот, это с другой стороны. Так вот, получается, это вот такой балкон. Вот, ну, и вот так выглядит. Ну, в принципе, здесь как бы место нормальное, но мы уже пришли домой сейчас. Уже вроде 7:30, наверное. Да, примерно 7:30. Я думала, здесь нету фена, но я чисто случайно открыла возле зеркала тумбочку, и там оказался фен. Он, оказывается, был как-то встроен в саму вот эту тумбочку. Хотели просить просто вот этот фен. Мы ходили на ресепшн, там никого не было. И как-то вот по чистой случайности я просто открыла, и там оказалось, что там фен есть. Будем смотреть фильм сейчас как раз про... Называется Angela's Ashes. По-моему, что такое. Это как раз таки про Лимерик. Мы решили, что такое колориту с городом. Поэтому сейчас будем смотреть фильм, а потом будем спать. И еще я хотела забронировать ресторан на завтра. И вообще как-то распланировать завтрашний день, там экскурсии, не экскурсии, вообще куда пойти первым делом, так как завтра у меня есть день рождения, 1 августа. Поэтому мы решили такой мини-трип устроить. Что-то тут холодно. Кажется, сейчас... Сколько сейчас градусов? Ладно, пойдем. Мы идем кушать. Так много. Это стоит 7 евро. Здесь мед, бананы, голубика и клубника. И каша вообще не сладкая, и это очень хорошо. Я люблю, когда каша сладкая. Еще мы взяли чай, который с ромашкой. Вкусно. Пан Мюсьем.
Мы идем в тот замок. Собор Святой Марии был основан в 1168 году. Он был построен на месте древнего парламента королевства Уи и Мейн, королевства Лимерик, которое датируется X веком. Позже здесь располагался дворец королей О'Брайен, правителей Томонда. Последний король Домнал Мор О'Брайен пожертвовал это место церкви. Архитектурные особенности кафедрального собора Святой Марии представляют собой сложное сооружение, которое сочетает в себе элементы архитектуры с XII века до наших дней. Одной из самых впечатляющих черт собора являются круглые арочные окна, одни из самых ранних в Ирландии. В интерьере собора выделяются не только архитектурные элементы, но и различные капеллы, каждая из которых имеет свою уникальную историю. Собор Святой Марии в Лимерике остается важным центром молитвы, поклонения и паломничества для всех, кто посещает его. Он не только отражает духовное наследие Лимерика, но и символизирует веру, надежду и любовь, которым гордится целый город. Здесь похоронены графы Лимерика и также другие значимые люди этого города. This castle entrance. А, точно. Мы уже пришли в King John's Castle в туалете. А я знаю такую поговорку про то, что если хотите узнать, богатый город или нет, сходите в общественный туалет. Так вот здесь очень даже неплохо выглядит туалет, так что одобрено. Замок короля Иоанна, возвышающийся уже более 800 лет, стал свидетелем множества событий, сформировавших современную Ирландию. Строительство замка короля Иоанна началось в 1212 году и продолжалось несколько десятилетий. Первым был возведен величественные двубашенные ворота. Весь процесс строительства находился под контролем главного мастера, который был не только архитектором и инженером, но и отвечал за наем и увольнение рабочих на месте. This looks very fun if considering there with our head. Можно посмотреть ветку каждого правителя, традиционную, кто от кого исходит. Представьте себе жизнь во дворе замка 800 лет назад. Здесь кипела жизнь, было шумно и многолюдно. Здесь можно взять стол, камень и его туда поставить. Это я построила. Почему-то у меня не получилось до конца вот эту арку. Or some claimed was murdered.
in about 1554 after a controversial career. In a gruesome act of apparent revenge, his body was removed from his tomb in St. Mary's Cathedral and hung by the heels from the chancel ceiling. The Reformation sowed seeds of change and conflict throughout Ireland. As the 16th century wore on, the consequences would come to dominate and divide the country. К 1500 годам процветающий город насчитывал около 3500 человек, а порт, управляемый корпорацией, богатыми купцами и землевладельцами, вел активную торговлю с Европой. В 1535 году Эдмунд Секстон был первым протестантским мэром Лимерика, что вызвало волну недовольства среди католиков города. В самом музее очень много интерактивных заданий, что мне больше всего понравилось. То, что можно не только познавать, читая, например, какой-то текст к картинкам, а еще и прямо поучаствовать, так сказать, в том, что происходило 800 лет назад. Stonemason helped create this mighty structure. A royal mint emphasized its significance. Yet these stone walls also signify something more, the demise of Gaelic Ireland. Since at least the 6th century. Во время осады 1642 года 800 человек оказались в ловушке внутри стен замка и переживали ужасные условия. Люди из всех слоев общества страдали от нехватки еды, воды, и многие погибали. В ходе этих событий в замке и вокруг него возникли многочисленные археологические находки, рассказывающие нам о тех временах. Когда мы оказались в туннеле, мы могли слышать все, что происходит наверху, каждый шаг людей, каждый вдох. В замке можно увидеть остатки различных зданий и сооружений, существовавших в разное время. Среди них находятся дома османов, построенные до нормандских времен, а также туннели, вырытые ирландскими повстанцами во время осады 1642 года. Yes. В замковом дворе можно увидеть большой зал, точнее то, что от него осталось, который был построен примерно в 1280 году. На протяжении почти 500 лет это было самое большое здание внутри стен замка. В XVIII веке большой зал был разрушен, чтобы освободить место для новых военных казарм. So, that'll be a mess of it. Carlos, Kennedy Wells, hein? It's dead. Gatehouse. Красиво. Несмотря на свою бурную историю, замок короля Иоанна по-прежнему стоит гордо в самом центре Лимерика. До конца 20 века здесь жили люди, как 800 лет назад. В конце концов, замок был признан национальным памятником и стал символом истории и культуры Ирландии.
Надеемся, что хотя бы это будет нас не доведет. Давай с мороженого начнем. Вентилин. О, вкусно. Это вкусно. Вентилин вкусно. Let's try all together. Я была на стене. Ну, вообще вкусно. Да. This is approved. Я также расскажу вам о музее Лимерика, который расположен на улице Генри. Этот музей, основанный в 1907 году, является старейшим музеем местных властей в Ирландии. Музей Лимерика охватывает историю города и его жителей на протяжении примерно 10 тысяч лет. В коллекции музея представлено более 60 тысяч интересных объектов, охватывающих века местной и региональной истории. Также в музее представлены интересные экспонаты из коммерческой жизни Лимерика, такие как табакерка Spillane Scary Gowan и коллекция серебра и кружева. Здесь можно увидеть археологические артефакты, такие как каменные топоры эпохи неолита и средневековые монеты, а также военные мемориалы, включая медали ветеранов восстания 1916 года и гражданский меч королевы Елизаветы I. Среди необычных экспонатов музея можно выделить мумифицированного кота, найденного на улице Николаса в 1890-х годах, и фрагмент крупнейшего метеорита, который когда-либо упал на британские острова в 1813 году. Сам парк оказался небольшим, но прямо в его центре мы наткнулись на художественную галерею, о существовании которой даже не подозревали. Вход в галерею был бесплатным, что всегда приятно. На момент нашего визита в галерее проходили две выставки современного искусства Last Act и In a Dream in a Happy House. Эти выставки были представлены на первом этаже. Самое интересное. Вторая выставка In a Dream in a Happy House объединяет работы коллектива Shelter Artist Collective, состоящей из 5 художников. Выставка исследует темы домашнего уюта, памяти и личных переживаний, связанных с пандемией COVID-19. Работы художников отражают личные и общественные аспекты жизни, включая влияние пандемии на восприятие дома как места убежища и ограничений. На втором этаже были представлены работы детей с расстройством аутистического спектра. Эти работы поразили меня своей креативностью и талантом.